а сердце продолжает любить. Ничего нет милее дочери для стареющего отца. Эврипид, древнегреческий драматург. Однажды жил великий человек, который женился на женщине своей мечты. Благодаря своей любви они сотворили маленькую девочку. Она была светлой и веселой, и великий человек очень ее любил. Когда она была очень маленькой, он брал ее на руки, напевал, танцевал с ней и приговаривал: «Я люблю тебя, маленькая девочка». Когда она подрастала, великий человек обнимал ее и говорил: «Я люблю тебя, маленькая девочка». Она надувала губы и отвечала: «Я уже не маленькая девочка». Тогда великий человек смеялся и говорил: «Но для меня ты останешься ею навсегда». Когда маленькая девочка выросла, она покинула свой дом и отправилась в большой мир. По мере того, как она больше узнавала о жизни, она лучше понимала этого человека. Он и вправду был великим и сильным. Одной из его сил было умение проявлять любовь к своей семье. Неважно, как далеко от дома она была, человек звонил ей и говорил: «Я люблю тебя, маленькая девочка». Пришел день, когда уже взрослая маленькая девочка ответила на чужой телефонный звонок. С великим человеком случился удар. Он больше не мог разговаривать и вряд ли понимал, что ему говорят. Он не мог улыбаться, смеяться, ходить, обнимать, танцевать и говорить маленькой девочке, что он ее любит. И вот она вернулась домой. Когда она вошла в комнату и увидела его, он показался ей маленьким и совсем не сильным. Он взглянул на нее и попытался говорить, но у него не получилось. Маленькая девочка присела на кровать рядом с великим человеком, слезы побежали из ее глаз, и она обхватила руками неподвижные плечи своего отца. Положив голову ему на грудь, она думала о многих вещах. Она вспомнила те чудесные времена, когда они были вместе, и она всегда чувствовала себя защищенной и любимой великим человеком. Она испытывала горечь, оставшись без слов любви, которые ее утешали. А потом она услышала, как внутри этого человека стучит его сердце. Сердце, в котором всегда жили музыка и слова. Сердце стучало, нисколько не заботясь о том, что пострадало все остальное тело. И тут произошло чудо. Она услышала то, что хотела услышать. Его сердце выбивало слова, которые губы не могли больше выговорить. «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, маленькая девочка, маленькая девочка, маленькая девочка». И так она успокоилась.